Приветствую всех на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мушина. У нас сегодня вторая часть по вязанию нашего кардигана поперечными косами. Сейчас вы на манекене видите то, что мы должны закончить до конца этой части. Если в первой части мы связали только рукав, плюс вот до плечика, здесь закончили, то сегодня мы должны довязать полностью левую полочку, делая убавление горловинки. Дальше выполнить полностью спинку. Вот у нас убавление на спинке тоже будет. Не забывайте, что здесь будет воротничок, и он обхватит все вместе и вот так более растянет, поднимет. Так. Затем правую полочку. Вот для правой полочки мы дополнительно набираем петельки, вяжем вот так вместе и заканчиваем со спинкой. Вот так примерно выглядит пройма. Пройма у нас 22 сантиметра. Но если, давайте раскручу назад, вот здесь рукавчик забирает в длину, всю свою вытягивает косы, то вот это место проймы вытягивается еще. То есть 22 сантиметра это в обычном виде, а вот так в натянутом, а здесь оно все натянется у нас, то будет даже чуть больше. Я так мерила, около 23 в итоге получается. Ну, по схемке у нас 22, по выкройке тоже мы так вот померили 22, так и вяжем. Вот горловинка должна у вас до конца второй части вот так широко выглядеть, так как у нас здесь будет еще минимум 4 сантиметра обвязки. Также обвязка будет внизу и, конечно же, планки. В предыдущем видео мы закончили на том, что я сказала вам довязать вот эти 15 сантиметров. Фактически плечо наше. Плечо здесь перед и спинка. Ну, здесь для каждого размера свое количество рядочков вяжете. Я напоминаю, что у нас такая выкройка. У меня размер М, оно на М должно быть свободное. Одновременно для S будет оверсайз, для L будет впритык. Также вы можете для L вот здесь буквально 6 рядов добавить. И все у вас тогда получится, как вы хотите. Вот. Значит, сейчас мы должны оформлять горловинку. Горловинку для переда, горловинку для спинки. Для начала давайте разделим пополам спинку и перед. Так, удобнее всего по рукаву. 2, 4, 2, 4. Вот. Вот эти две изнаночные. И между двумя изнаночными вставим маркер. Это спинка, это перед. Значит, дальше я хочу вязать именно окружность горловинки перед. Для этого петельки спинки я провязываю и одновременно откладываю. У меня есть вот такая дополнительная леска. Если у вас нету, вы можете ее провязать, затем на иглу с нитью просто отложить вот эти петельки. Так. Все вяжем по рисунку как ранее. Весь узор на протяжении работы у меня не меняется. Значит, снимаем петлю 1 изнаночная. Здесь у нас как раз будет перекрещение. На дополнительную спицу снимаем 5 петелек. 1, 2, 3, 4. Так, и 5. Оставляем их сзади за вязанием. С левой спицы 5 лицевых. Одновременно соблюдайте плотность вязания. Все мои петельки должны вязаться очень свободно. Если у вас не получается, возьмите крупнее спицы. Делаем накид и 5 лицевых с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так выполнялись перекрещения. И перекрещение на второй косичке мы не делаем. Просто 2 изнаночных. 10 лицевых провязываем. Так, и изнаночная. Вот так. Значит, все вы вяжете по рисунку до маркера. Так, вот я провязала всю спинку. Ну, теперь фактически мы можем хотя бы вот эту всю длину расправить в одну и другую сторону. И посмотреть, как оно будет. Вот это рукав, а вот это длина. Так, вот подробнее наша выкройка получается вот так, видите? Отсюда рукавчик, вот в эту сторону спинка, в эту сторону пошла полочка. Значит, ширина у нас половинки, можно сказать, 26 сантиметров.
Это именно касается спинки. Вот. Спинка 26 половинка, вторая половинка 26, то есть ширина 52. А что касается переда наших двух полочек, кроме вот этой ширины, у нас еще будет планка. Планка будет накладываться друг на друга. Вот так, накладываться друг на друга. Вот ширина планки одна и вторая часть. То есть вот эти 3 сантиметра планки, что дополнительно мы будем вязать, нам нужно еще добавить. То есть смотрите, берем ширину 26 плюс 26, 52 сантиметра. И добавляем ширину одной планки, так как когда друг на друга, то одна планка уже есть ширина, второй планки нужно добавить плюс 3 сантиметра. Получается 55 сантиметров у нас ширина переда. И делим на 2 на 2 полочки, это 27,5 сантиметров. Минус 3 сантиметра планки, мы должны ширину переда провязать 24 сантиметра. Значит, так, сейчас у нас 15 сантиметров уже должно быть. Вот наши 15 сантиметров, видите? 24,5 минус 15, осталось 9,5, почти 10 сантиметров. Можно смело вязать 10, если перед будет чуть больше спинки, это даже лучше. Значит, за эти 9,5 или 10 сантиметров мы равномерно должны выполнить вот такую убавку, убавку горловины. Значит, горловинку я буду убавлять для полочки целый раппорт, а для спинки, думаю, половинку одной косички, то есть четверть раппорта. Значит, здесь я должна убавить 2 раза по 3 петли, 8 раз по 2 петли и остальное по одной петельке. Таким образом будет плавная линия убавления. Так, значит, я должна закрыть 3 петельки. Значит, вот отложили уже петельки спинки. И закрываем петельки переда. Значит, первую петельку снимаю как лицевую, следующую провязываю лицевой, первую набросить на вторую. Закрыта одна петля, одна лицевая, первую набросить на вторую, закрыта вторая петля, лицевая, первую набросить на вторую, закрыта третья петля. Вот 3 петли я закрыла. Продолжаю вязать все по рисунку. Вот остальные у меня лицевыми. 2 изнаночных. Здесь наша косичка. И так дальше до конца ряда довязываем по рисунку и возвращаемся назад. Так, в конце вы не закрываете ничего. Просто довязывайте все по рисунку, как ранее. Вот так. Видите? Так, поворачиваем вязание. С изнаночной стороны теперь тоже первую петлю снимаем, вяжем по рисунку, то есть лицевая 10 изнаночных, лицевая. И это все будем повторять только на петлях полочки нашей. Вяжем все до последней петли. Вот 10 лицевых я провязала, 10 изнаночных, лицевая. И так дальше по рисунку. До последней петельки. Вот этой мы довязываем. Так, смотрите, я изнаночный ряд довязываю до последней петли. Последнюю петлю не трогаю. Работу поворачиваю. Теперь мне снова с лицевой стороны нужно закрыть 3 петельки. Одна петля у меня уже снята. Видите? То, что я не довязала. Я снимаю, не провязывая вторую. И набрасываю первую на вторую. Таким образом у меня будет здесь плавное закрытие. Следующую уже провязываю лицевой. Первую набрасываем на вторую. Это закрыта вторая петля. И еще одну лицевой. Первую набросить на вторую. Вот, я второй раз закрыла 3 петельки. Так, довязываю все по узору. Что осталось лицевыми. Так, далее 2 изнаночных. Здесь тоже лицевые и так дальше. До конца и назад. Так, опять я с изнаночной стороны не довязываю последнюю петельку. Вот. Просто поворачиваю. Значит, мы дважды закрыли по 3 петли. Теперь 8 раз по 2 петли. По 2 петли закрывается так же, как и 3. Ниточку назад. Петельку одну снимаем. Первую набрасываем на вторую. Следующую провязываем лицевой,
Первую набрасываем на вторую. Вот, это закрыто 2 петли. Продолжаем вязать по рисунку. Значит, по рисунку вяжу до конца, возвращаясь обратно до последней петли. Так, последнюю петельку опять не вяжем, работу поворачиваем. Значит, 8 раз закрыть по 2 петли. Одна есть, вторую переснять. Я и так стягиваю больше. Первую набрасываю на вторую, следующую провязываем по рисунку, первую набрасываем на вторую. Вот. Дальше по рисунку все. И здесь как раз у нас помещаются петельки, косички. А дальше эта косичка тоже будет понемножку закрываться. То есть все вяжем по рисунку, как ранее. Значит, 5 петель за вязанием. С левой спицы 5 лицевых. Не забываем, что петельки должны выполняться свободно. Так, накиды я все же делаю между нашими спицами. И 5 петель вяжу с дополнительной спицы. И дальше по рисунку в ту сторону и назад. Также смотрите, вот здесь у нас вот эти петли, они более длинные, видите? Я их подтягиваю. Вот. Подтягиваю, чтобы они не были длинные, так как у нас косичка. Вот, чтобы у нас не были лишние ниточки, я вот так перетягиваю. Все подтянуть. И вот эту лишнюю ниточку просто распределяю между следующими петельками. Поэтому лучше край немножко стягивайте. А остальные петли мы вяжем свободно. Вот так, видите? И так вот эту каждую длинную петлю слегка можно подтянуть. Так, здесь сейчас 2 лицевые, последнюю не трогаем, работу поворачиваем. Смотрите, сейчас мы должны закрыть изнаночную петельку, поэтому ниточка перед вязанием, ее снимаем обычным способом, то есть как изнаночную, и первую набрасываем на вторую. Вот. Следующую вяжем по рисунку, и она у нас опять изнаночная петля, то есть вяжем 1 изнаночная, первую набросить на вторую. Вот таким образом закрываем изнаночные петли. Дальше лицевые. Также последующие петли уже будут закрываться у нас как лицевые. Видите, вот эти я подтянула, а вот это уже длинная. Тоже все, что я перетягиваю, я все стягиваю вот в эту косичку. Видите, никаких лишних петель не видно. Значит, продолжаем закрывать таким образом по 2 петельки. В каждом лицевом ряду с этой стороны 8 раз. Так, вот я выполнила убавление по 2 петли 8 раз. Значит, мне осталось убавить еще 2 петельки. Значит, я буду убавлять по 1 петле в каждом лицевом ряду еще дважды. По 1 петле будет выглядеть так. Значит, опять последнюю мы не провязываем. Вот. Так, у нас изнаночная петля, я ее снимаю. Первую набрасываю на вторую. Вот, закрыта 1 петля. А дальше вяжу по рисунку. Изнаночная. Здесь 10 лицевых. И так дальше. По рисунку до конца ряда, возвращаясь назад, последнюю не провязываем. Так, вот лицевая, последнюю не трогаем, поворачиваем. Так, и закрываем последнюю петлю. Это изнаночная, снимаю ее как изнаночную, первую набрасываю на вторую, затем все по рисунку. 10 лицевых у меня, 2 изнаночных и так дальше. Значит, все, мы здесь закрыли 24 петельки, всю горловинку полностью. Давайте я довяжу туда и обратно и покажу, что дальше. В последующих рядах с изнаночной стороны кромку уже вязать как кромку, как изнаночную. Вот. Значит, наша полочка. Вот это рукав. Вот так горловинка. Так, значит, дальше вяжем просто ровным полотном. Значит, всего нам нужно провязать полную 24,5 сантиметра. Смотрите, прежде чем мерять длину, вот так натяните, так как растягиваться, вот так будет оно висеть, и под своим весом вот так вытягиваться. Правильно? Поэтому вот так расправьте, отпустите, вот поправьте спицы
А тогда только меряйте ширину, иначе у вас будет слишком малая окружность. Вот у меня получилось 20,5 сантиметров примерно сейчас. Значит, дальше продолжаю вязать ровненько этим узором до высоты 24,5-25 сантиметров. Но одновременно нужно так как-то постасовать, чтобы закончить вот как здесь. То есть после последней косички, чтобы были ряды лицевой гладью, и следующая уже должна была быть косичка. Видите? Над последней косичкой, чтобы было как минимум 4 ряда. Так, вот, смотрите, я провязала вот еще косички 2 и сверху 3 ряда. Последние ряды я буду использовать для того, чтобы сократить петельки. Значит, всего от начала, смотрите, 1 перекрещение, 2, 3, 1, 2, 3. То есть трижды вертикальный раппорт там примерно. Да, плюс ряды, видите, сверху. Значит, всего у нас сейчас на спицах, считаем сколько петелек, раппорт рисунка, вот 2 косички, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 6 раппортов по 24 петли, плюс с одной стороны у нас кромка, это 1 петля, плюс с другой стороны у нас кромка, 10 лицевых и еще 1 изнаночная, это 12 петель. Так, 157 петель сейчас на спицах. Значит, делаем убавку для того, чтобы наш край был плоским, а не шел как косичка. Видите, косичка у нас плотность вязания имеет больше, чем если лицевая гладь. А закрытие петель или даже планка — это ровное полотно без кос, поэтому нам нужно на каждые 3 петельки 1 сократить. Из каждых 3 сделать 2. Значит, это я делаю с лицевой стороны таким образом. Значит, первую петлю снимаем, вяжем 1 лицевая, 2 вместе лицевой. Вот, из 3 петель сделала 2. Снова лицевая, 2 вместе лицевой. Лицевая, 2 вместе лицевой. А дальше лицевая и уже 2 вместе изнаночной. 2 вместе изнаночной. Продолжаем. Лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая и 2 вместе изнаночной. Вот так, видите, как сокращаются петельки. Довязывайте так до конца ряда. Так, здесь довязываем 2 вместе лицевой, лицевая, вместо 2 вместе изнаночной у нас только 1 изнаночная, поэтому провязываем ее изнаночные и кромку изнаночной. Так, у меня осталось 106 петелек. Вот здесь 106 петелек. Сразу эти числа записываем, так как нам нужно вязать следующую полочку, а значит набирать 106 петелек и делать прибавку еще на 51 петлю, да, чтобы получить 157. Так, и еще один ряд с изнаночной стороны я вяжу. Если вы собираетесь закрывать петли, можете его использовать как закрытие петель. Я оставляю петли открытыми, но еще один ряд провязываю. Значит, первую петлю снимаем, 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Видите, я уже достаточно плотно этот ряд вяжу. Лицевая, 7 изнаночных. Провязываю до конца ряда. Вот так, видите? Сразу косички наши пышные, а вот этот край не будет растянут. Все, довязывайте последний ряд нашей правой полочки до конца. Так, вот готова наша полочка. Дальше только 3 сантиметра планки. Конечно, бы планку удобнее вязать сразу же, да? Но намного красивее получается, когда будет обвязка горловинки. Вот наша горловинка, видите? Обвязка низа, а тогда сверху планка. Я так тоже хочу сделать. Поэтому сейчас я прекращаю вязание. Здесь у меня осталось около 15 грамм, я думаю. Можно эту ниточку отрезать, если у вас большой моточек, присоединяйте к спинке. Если нет, просто одевайте на спицу вот так. Или мы эти петли будем снимать на леску, то есть вы тоже снимаете и оставляете ее на планку. Так, значит, вытягиваем в длину
Поправляем, отпускаем и проверяем, что есть наши 24,5 сантиметра. Ну вот, практически 25, так как я его мерила, что будет 25. Примерно вот так мое изделие будет выглядеть на манекене. Видите, низ расправился. Вот, косы расправились, все косы натянуты. Так, горловинка вот так выглядит. Видите, я закрепила все булавками, чтобы оно держалось. Так, значит, рукавчик. Ну, все швы я не выполняла, конечно, я только булавками тоже все соединила. Здесь будет спинка, и спинка вот в эту сторону мы еще не вязали, поэтому я ее не соединяла. Так, а вот полочка наша выглядит вот так. Так, значит, вот петельки переда я перенесла также на дополнительную леску. Нет у вас дополнительных лесок, переносите на иглу с нитью. Так, и теперь приступаем к спинке. На спинке у нас должно быть те же 157 петелек. Значит, со стороны горловинки мы будем убавлять в каждом изнаночном ряду, так как с этой стороны по одной петельке. Так, сколько раз сейчас в процессе покажу. Сейчас будем смотреть в процессе. Так, примерно, думаю, около 5-6 раз. Значит, я должна быть с изнаночной стороны. Так как мы лицевой ряд спинки провязали, следующий у нас изнаночный ряд спинки. Так, вот здесь должна соединить ниточку. Первую петельку снимаю как лицевую, вторую вот она. Значит, провязывать нужно. Сейчас провязываю ее изнаночной по рисунку. Первую набрасываю на вторую. Вот, это я закрыла одну петельку. Так, довязываем все по рисунку до конца ряда, все петельки. Возвращаемся обратно до последней петли. Так, с другой стороны никаких убавок тоже не делаем. Все вяжем по рисунку. Вот видите, довязала. Поворачиваю, значит, дополнительную вот эту леску убираем. Все у нас уже на рабочих спицах. И продолжаю вязать спинку, как ранее. Снять первую петлю, изнаночная, 10 лицевых. Так, с этой стороны довязываем до последней петли. Вот, и поворачиваем. Так, с изнаночной стороны снимаем петельку как изнаночную, первую набрасываем на вторую. Так, третью назад, концы немножко стягиваем. Так, вяжем по рисунку. Так, это наше второе убавление. Значит, по рисунку в ту сторону, затем вернуться обратно до последней петли. Так, вот довязываю. Последнюю не трогаем, работу поворачиваем. Третья убавка, петлю снимаем как изнаночную, первую набрасываем на вторую. Так, довязываем до конца по рисунку. Затем возвращаемся назад до последней петли. Так, одновременно, смотрите, сейчас я вот выполняю вторую косичку. И здесь тоже нужно выполнить вторую косичку. Но у нас здесь 2, 4, 6, всего 8 петелек. Значит, я косичку выполняю на 3 на 3, а эти 2 оставляю. Все равно в следующем ряду будет на ними убавка. Значит, вместо 5 только 3 петельки я снимаю на дополнительную спицу завязания. С левой спицы вяжем 3 лицевые. Так, из дополнительной спицы также вяжем 3 лицевые. Вот. Затем еще одна лицевая, последнюю не провязываем. Вот так будет наша косичка выглядеть. Так, с изнаночной стороны выполняем 4-е убавление. Снять петлю, первую набросить на вторую. Так, и довязываем все по рисунку. Так, значит, возвращаемся обратно, затем в эту сторону, затем 5-е убавление и 6-е убавление выполнить уже самостоятельно. Все таким же образом. Я хотела просто вот эту косичку вам показать.
Так, смотрите, вот для горловинки спинки я убавила 6 петелек. Дальше буду вязать ровно. Ну, конечно, бы для узора хорошо бы было еще вот этих 5 петель убавить хотя бы. Но слишком тогда большая будет окружность на спинке горловинки. Поэтому я их оставляю. Значит, у меня это будет кромка, остальные вот 4 лицевыми. Если хотите, можно выполнять перекрещение 2 на 2. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Значит, на этом ряду я ставлю себе маркер для того, чтобы вторая часть у меня максимально получилась зеркально. Я себе запоминаю таким образом, чем закончился вот эта вся убавка. Значит, у меня в следующем ряду будет перекрещение. Одновременно так, растянуть, отпустить, расправить и проверить, какую высоту сейчас мы провязали. Так, высота 17,5 примерно до 18 сантиметров. Значит, смотрите, ширина спинки всего должна быть 52 сантиметра. Мы должны убрать вот эти 18 сантиметров с другой стороны. То есть мы дальше вяжем ровно все полотно спинки, пока не будет высота 34 сантиметра. Плюс-минус делаем максимально так, чтобы зеркально у нас вот это все получилось. Тогда будет красивее намного кофточка. 3-4 сантиметра отсюда. А последние 18 сантиметров начинаем прибавки. Вот все, что мы сделали убавки, то наоборот прибавки с другой стороны нашей спинки. Так. Вот это все в узор. То есть дальше у нас косичка вот здесь. Вот. Здесь просто лицевые петельки. Продолжайте вязать по рисунку. Значит, вот я провязала полную симметрию на спинке. Я поставила здесь маркер. Видите, после маркера следующий ряд была косичка. Значит, и вот у меня сейчас закончилась косичка. До длины 3-4 сантиметра. Значит, мы вытягиваем полотно. А только тогда меряем длину работы или ширину кардигана. Вот 3-4 сантиметра есть. Видите? Даже 3-4,5, ничего. Супер просто. Вот так. Значит, здесь я ни одного перекрещения так и не сделала. То есть так 4 лицевые, видите, связала. У меня получается вот такая дополнительная планка, как воротничок. Будет она только сзади. Теперь сейчас будет расширение с той стороны и новая косичка. Так, значит, у нас выполнено перекрещение и изнаночный ряд. Приступаем к прибавкам. Прибавляем в конце ряда по одной петли в каждом лицевом ряду. Итак, в начале ряда это низ кардигана. Вяжем без прибавления, снять петлю, изнаночная, 10 лицевых, так, 9, 10 и изнаночная. И так до конца ряда. Так, в конце у нас будет после изнаночных 4 лицевые, 2, 3, 4, так как это все лицевой гладью. И перед кромкой выполняем прибавку. Прибавку выполняем с уклоном к полотну, то есть с уклоном вправо. Для этого левой спицей подхватить петельку из протяжки и провязать лицевой за переднюю стенку. Вот прибавленная петля с уклоном вправо. Кромку все так же изнаночной петлей. Вот так мы прибавляем петли с лицевой стороны. Работу поворачиваем, снять первую петлю и вязать петельки изнаночными. 2, 3, 4, 5 уже изнаночных. И дальше по рисунку в ту сторону возвращаемся обратно до последней петли. И опять я с лицевой стороны довязываю до последней петельки и выполняю прибавку с уклоном вправо. Подхватываем вот эту ниточку из протяжки левой спицей и провязываем лицевой за переднюю стенку. Так, кромку хочется провязать лицевой, лучше изнаночной. Вот. Возвращаемся обратно. С изнаночной стороны первую петлю снимаем, остальные петельки изнаночными. Так, одновременно вот в следующем ряду у нас выполняется вот здесь перекрещение. Видите? То есть здесь, где у нас неполные петельки, мы тоже выполняем перекрещение. Но перекрещение 3 на 3, так же, как выполняли
вот здесь, еще до маркера. Значит, у нас 2, 4, 6 и кромка 7. То есть как раз мы можем выполнить перекрещение 3 на 3. 3 петли снимаю на дополнительную спицу за вязанием. С левой спицы вяжем 3 лицевые. Так, с дополнительной спицы. Так, вот эту кромку я одеваю на дополнительную спицу, иначе я просто ее потеряю. Значит, дополнительные спицы вяжем 3 петли. Так, перед кромкой прибавляем петельку, подхватываем ниточку из протяжки слева направо, провязываем лицевой за переднюю стенку и кромку изнаночной. Видите, и перекрещение таким образом, и прибавка. Это у нас, кстати, третья прибавка. Так, четвертую, пятую, шестую выполняем самостоятельно. Вот, снять петлю. Здесь изнаночные. Так, лицевые и так далее. Так, одновременно, когда мы вот эту вторую косичку вяжем, вот здесь у нас перекрещение должно быть уже тоже, и перекрещение нормальное, 5 на 5, но у нас еще одной петельки не хватает, поэтому мы делаем его вот так. Значит, на дополнительную спицу снимаем не 5, а 4 петельки. Вот так. 1, 2, 3 и 4. Вот 4 петли вместо 5 я сняла на дополнительную спицу за вязание. С левой спицы 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, кромку переношу на дополнительную спицу, так удобнее. Значит, здесь уже обязательно делаю накид, чтобы они были посвободнее. И 4 лицевые с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4. Ну, а пятую прибавляем. Подхватываем петельку из протяжки. И провязываем лицевой за переднюю стенку. Вот. Получается здесь 10 лицевых и кромка. Значит, это было, если от начала, то 6-я прибавка. Вот все прибавки мы выполнили. Вот так, видите? Вот полностью вот отсюда до сюда провязали. Теперь вот этот изнаночный ряд. Как здесь мы вот первый лицевой вязали вместе, можно сказать, с петлями нашего переда, так и здесь мы будем вместе с петлями полочки. Поэтому вот эту ниточку, оставляя небольшой хвостик, отрезать просто. Вот. Если у вас нету дополнительного комплекта спиц, то переснять вот эти все петли на иглу с нитью. У меня есть дополнительный комплект спиц, правда не такой длинный, но вот это все отложить полностью вязание. И с этой же ниточки вязать отдельно. Так, это получается правая полочка. Вот. Значит, вот левая полочка, да, вот она у нас отложена на дополнительную спицу вместе с моточком. Вот левая полочка. Значит, как здесь все у нас зеркально, так и здесь должно быть все зеркально. Кстати, сейчас длину спинки нужно проверить. У нас ширина 52 сантиметра, последние 15 сантиметров будут вязаться уже вместе, ну, спинка и перед вместе, то есть минус 15. Сейчас 37 сантиметров должна быть спинка. Вот это проверьте себе на всякий случай. Значит, но проверяем так. Сначала вытягиваем все вот так, как оно будет, потому что оно под своим весом, видите, вот такие косы будут. Если вы так не вытянете, а померяете длину, то потом оно вытянется и ширина уменьшится ваша. Вот, есть 37 сантиметров. То есть у меня все по книжке. Все, как я себе распланировала. Все так и есть. Это спинка. Вот рукав. Вот полочка. Все. И это все в сторону. Отдельно беру дополнительные спицы. Отдельно беру ниточку. Значит, там я оставила 106 петель после убавки. На 106 петель оставляю примерно чуть больше метра. Так, набирать петельки буду классическим способом набора. Вот 2 петли, 3, 4,
5 и так дальше. 106 петель я набираю. Вот так у меня набраны 106 петелек. Работу поворачиваем. С первого же ряда мы добавляем 51 петлю. Как мы там убавляли, здесь добавляем. Значит, на каждые 2 петли должно получиться 3 петельки. Одновременно, значит, у нас здесь горловинка, видите, кромка и сразу 10 лицевых, а с этой стороны 10 лицевых, изнаночная кромка. То есть в эту сторону тоже должно быть кромка 10 лицевых начинаться. Без изнаночной петли. Это проверяйте, чтобы все было одинаково. Значит, первую петлю снимаем. Одну вяжу лицевой, а со следующей вяжу 2 петли. Лицевая за переднюю стенку. Не снимаем со спицы, провязываем лицевой сразу же за заднюю стенку. 2 с одной снять. Видите, получилось 2-3 петли. Снова 1 лицевая. Лицевая за переднюю стенку, не снимая, провязываем лицевой за заднюю стенку, снять 2 петли. 1 лицевая, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку. Так, 1 лицевая, следующая должна быть изнаночная, правильно? Кромка 2, 4, 6, 8, 10 лицевых. Да, следующая изнаночная. Провязываем изнаночная за переднюю стенку, снять, подхватить заднюю стенку ближе к нам, ниточку перед вязанием, изнаночная за заднюю стенку. Вот так. Так, повторяем. Лицевая, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку. Второй раз лицевая, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, это 2, лицевая, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, это 3, и затем лицевая и изнаночная за переднюю стенку, снять, подхватить заднюю стенку ближе к нам, изнаночная за заднюю стенку. Вот так продолжайте вязать. Так, смотрите, вот в конце с этой я еще 2 изнаночных. И здесь, если помните, когда мы делали убавку на нашей левой полочке, последнюю изнаночную мы ни с чем не убавляли. Так же и здесь мы ее не будем прибавлять из нее, то есть чтобы осталась там 1 петля. Итого последний наш повтор будет 1 лицевая, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, лицевая, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, лицевая, снова лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, лицевая. Это 10 лицевых. Затем только 1 изнаночная. Все, прибавку с ней уже не делаем и кромку вяжем изнаночной. Таким образом, вот 2 полочки у нас полностью будут симметричны. Вот. Так, а на спицах 157 петель. Значит, это все я просто повторяю вот это закрытие, себе записала, делаю набор. Специальных каких-то расчетов я это не делала. Просто как здесь пропустила убавку, так здесь пропускаю прибавку. Так, работу поворачиваем. Так, второй наш ряд по рисунку вяжется, то есть кромку снять. Напоминаю, нужно вязать свободно, иначе у нас плотность поменяется. Значит, 1 лицевая, ведь я немножко так растягиваю. Так, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 2 лицевые. Ну, 1 лицевая, конец раппорта, и повторяется. Лицевая, 10 изнаночных, лицевая. Так, видите, как свободненько мы вяжем. Мне кажется, что еще слишком плотно, еще свободнее нужно, со следующего ряда будет. Так, чтобы вернуть нам нашу плотность. Значит, и так довязывайте до конца. Так, и напоминаю, что у горловинки у нас нету здесь изнаночной петли, так, значит, здесь нету лицевой. Сразу вяжется после 10 изнаночной кромка изнаночной петлей. Вот эта кромка как раз должна была быть дальше, когда мы соединим изнаночной нашей. Так, ну после набора 24 петель, конечно же. Значит, 3, 4 ряд вяжется тоже по рисунку. 3 ряд, первую петлю снимаем, изнаночной нету, начинаем сразу с 10 лицевых. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночных, 10 лицевых, довязываем до конца ряда. Так, видите, свободно вяжу. Видите, какие большие петли на моих спицах 3,75. Были бы спицы 4,5, было бы очень плотно. Но я специально приучусь вязать свободно. Вот. Так, в конце у нас 1 изнаночная и кромка. Вот это 3-й ряд правой полочки. Так, 4-й ряд с изнаночной стороны. Первый снимаем, 1 лицевая, 10 изнаночных. Соблюдайте плотность вязания. Так, вот. Вот и лицевая. Довязываем. 4-й ряд как 2-й. Так, вот 4 ряда провязано. Вот как все сейчас выглядит. Одновременно в 5-м ряду делаем перекрещение. Итак, вот так будет эта полочка, правая полочка. Ставьте сбоку левую полочку. Вот видите, горловинка пошла. Здесь горловинка пойдет сюда. Значит, вот здесь нету перекрещения. Значит, эту пропускаем. Здесь есть перекрещение, эту вяжем. То есть вяжете все зеркально. Итого, в 5-м ряду выполняем все так. Снять первую петлю. Первые 10 петель просто лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночных. На второй половинке перекрещение. Ну, здесь все как ранее. На дополнительную спицу снимаем следующие 5 петель за вязанием. С левой спицы 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид я делаю для того, чтобы свободнее были косички. 5 лицевых вяжу с дополнительной спицы. Вот 3, 4 и 5. И продолжаете вязать 2 изнаночных, 10 лицевых и так дальше до конца. Так, значит, вот так выглядит 5-й ряд. Первая у нас без перекрещения, дальше через одно перекрещение и последняя тоже у нас без перекрещения. Значит, после перекрещения вяжется еще 5 рядов просто по рисунку с изнаночной стороны, с лицевой, с изнаночной, с лицевой и с изнаночной. То есть до 10-го ряда вяжете самостоятельно по рисунку. Никаких пока прибавок горловинки не делаем. Мы там заканчивали ровно, значит и здесь заканчиваем ровно. Ну, это уже показывать вам не нужно. Следующие 5 рядов просто по рисунку. Схемку вот вам показываю. Так, вот есть 5 рядов сверху. Опять я вот так ставлю пальчик. Вот это перекрещение, затем изнаночный 1, лицевой ряд 2, изнаночный 3, лицевой 4, изнаночный 5. Вот таким образом считаете, где были эти перекрещения, сколько рядов провязали сверху. Так, вяжем снова следующий ряд, ряд с перекрещениями. Первую петельку снимаем, дальше 10 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 изнаночные. Так, перекрещение выполняем с помощью дополнительной спицы. Снимаю на дополнительную спицу 5 петель за вязанием. С левой спицы 5 лицевых. Делаю накид, который распустить в следующем ряду. Так, 5 лицевых с дополнительной спицы. Значит, мы вяжем все, как вязали в 5-м ряду. Полностью такие же косички. Дали 2 изнаночных. Вот в ту сторону. И вернуться назад. Так, если правую полочку сравнивать с левой, то где-то сейчас должны быть прибавки. Значит, вот еще раз горловинка нашей предыдущей полочки. Вот. Ровненько, что мы провязали. Примерно же столько. Дальше здесь выполняли убавку. Значит, с той стороны прибавку. Убавка была дважды по 3 петли, 8 раз по 2 петли, дважды по 1 петли. Значит, прибавка наоборот. Дважды по 1 петли, 8 раз по 2 петли, дважды по 3 петли. Одновременно, чтобы точно знать ряд, который будет прибавлен, я посмотрела на свою уже готовую спинку. Значит, когда вот эта полочка будет завершена,
Вот, мы должны провязать, прибавки, получается, делаем с изнаночной стороны, да, с этой стороны, когда возвращаемся. Поэтому вот я буду, когда выполню вот эти все косички, свяжу изнаночный ряд, прибавлю последний раз 3 петли и сразу продолжу вязать вот этот изнаночный ряд. Так? Вот, значит, это последняя прибавка 3 петель. Я нарисовала это все вот на схемке, вот этот ряд. То есть у меня вот здесь косичка, значит, на полочке здесь не будет косички, а здесь она будет. Вот этот изнаночный ряд, и тут я прибавлю 3 петельки. И теперь так и рисую. Значит, лицевой пропускаем, только с изнаночной стороны прибавляем 3 петельки дважды. Дальше по 2 петли 8 раз. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Так. И теперь дважды по 1 петле. Вот 1 и вот 2 петля. Если мы посмотрим на косичку на полочке, вот эта косичка, она здесь тоже получается есть, то есть здесь без косы, здесь вот 2 перекрещения. Тогда первая прибавка должна быть, считаем, вот после перекрещения изнаночный, лицевой и изнаночный ряд. В конце 3-го изнаночного ряда после косички делаем прибавку. Так, значит, у меня сейчас провязано 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да, 12 рядов. Значит, я вяжу 13, 14 ряд туда и обратно, это будет вот эти 2 ряда. И затем в конце 14 только делаю первую прибавку. Вот таким вот образом, видите? Таким образом я пересчитала, чтобы у меня все сошлось там в конце, когда я все довяжу. Так и вы себе нарисуйте. И все сразу станет на глаз понятно. Так, значит, довязываю в ту сторону и обратно. Значит, вот я довязываю 14 ряд. Удобнее бы было делать, как для спинки, прибавку, да, вот из протяжки и провязывать. Но смотрите, у меня таким образом будет, дважды я так только прибавлю, а затем по 2-3 петли так уже не прибавишь. Но красивее будет, если все петельки прибавлять одинаково. Поэтому вот эту прибавку, что 1 петля, я буду делать так же, как и 2, и 3, и остальные. То есть просто набирать петли. Смотрите, смотрим рисунок. 2 лицевые, 10 изнаночных. Значит, вот это должна уже вязаться лицевой петлей. Я и так и провязываю лицевой петлей. А затем 1 петлю прибавить вот так. Ниточку обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. То есть я просто набираю 1 дополнительную петельку. Вот, работу поворачиваем. Теперь с лицевой стороны обязательно вот эту петлю просто снимаем как лицевую. Видите, я ее снимаю как лицевую, не провязываю. Хотя очень хочется ее провязать, но снимаю. Остальные по рисунку. Так, здесь вот так придерживаем, вяжем изнаночные. Стяните лучше сильнее край, будет аккуратнее. 10 лицевых. Так, вот эти все по рисунку. 2 изнаночных. Здесь 10 лицевых и так дальше. Значит, вяжу 15 в ту сторону, 16 обратно. Ряды по рисунку. Так, довязываем. Вот 2 изнаночных. Вот это лицевая. Следующую петельку, которую мы набирали, провязываем лицевой и набираем новую петлю. Нить обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Все, это 2-й раз прибавка 1 петли. Так. Здесь у нас все то же самое. Первую петельку мы снимаем, не провязывая. Как бы не хотелось ее провязать, мы ее снимаем. Так, далее 2 изнаночные. 1, сильно стяните. 2 изнаночная. Так, а здесь у нас, смотрите, вот 2 лицевые мы провязали, вот этот ряд, то есть перекрещение. Видите, все по схемке у нас сходится. Значит, перекрещение, что я беру? Так, на вот эту сторону. 5 петель мы снимаем на дополнительную спицу за вязанием. 5 лицевых с левой спицы. Накид. И 5 лицевых с дополнительной спицы. И довязываем все по рисунку, то есть наши косички. Так, в ту сторону, вот, и затем обратно, все по рисунку.
Так, вот мы в конце изнаночного ряда. Здесь уже 2 лицевые. Новоприбавленная у нас теперь изнаночная, так как это будет новая косичка. Значит, мы прибавили дважды по 1 петли. Теперь 8 раз по 2 петли. То есть ниточку оборачиваем вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу, раз петелька, и сразу же таким образом 2 петля. Вот по 2 петли мы прибавляем. Тогда с лицевой стороны первую мы снимаем, как ранее. Вот как лицевую снять и стянуть ниточку, а вторую обязательно провязываем. Так, она у нас затянута. Вот так за переднюю стенку я провязываю ее по рисунку лицевой. Значит, следующая у меня тоже лицевая. Вот, а дальше 2 изнаночных, 10 лицевых. И так до конца ряда. Лицевого возвращаемся в изнаночный ряд. Видите, постепенная прибавка. Так, довязываем изнаночный ряд. Вот 2 лицевые. Значит, уже 3 изнаночных у нас здесь. 1, 2, 3. То есть все новые петли вяжутся по рисунку. Видите? И новые 2 петли набираем. 1, 2. Новые петли. Старайтесь только больше стягивать. Вот это я уже 2-й раз набрала 2 петли. И так дальше продолжаем. По 2 петли мы должны набирать 8 раз и вязать все петельки по рисунку. То есть, когда у нас будет 10 лицевых, то следующие изнаночные, ну, как вот эти изнаночные мы вязали. Так, продолжаем все самостоятельно. Так, смотрите, я постепенно добавляю по 2 петельки одновременно. Вот этот момент, когда у меня по этой стороне будет косичка, то здесь у меня как раз все 10 петелек есть, и тоже я могу сделать косичку. Значит, в конце ряда я прибавляю свои 2 петли стандартно, и когда вяжу, то уже вот здесь будет своя косичка. Значит, первую петлю снимаем. Так, 2 изнаночных, 1 изнаночная, 2, и здесь перекрещение на дополнительную спицу. Снимаем 5 петель за вязанием, 3, 4, 5. С левой спицы 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаю накид. И с дополнительной спицы также вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так, видите? Ну, потом, когда расправится, все будет ровненько. Также мы сделали вот здесь, когда делали убавку, вот как видите, здесь сразу же после перекрещения у нас была убавка, но мы это тоже использовали. Все, продолжаем вязать по рисунку. Так, значит, 8 раз я прибавила вот здесь по 2 петельки. 8 раз. Ну, вот так оно все расправится. Когда мы будем поднимать петли, вот так все будет. Значит, теперь дважды по 3 петли. Значит, в конце следующего ряда я набираю 3 петли. 1, 2, 3. Вот это 1 раз. Вяжу следующий ряд, где ряд будет перекрещениями. Напоминаю, этот же ряд мы закончили на спинке. Возвращаясь обратно, набираю 3 петли и соединяю со спинкой. Так, вот это все мы должны довязывать. Значит, первую петельку снимаем. Дальше лицевыми вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 изнаночных. Здесь перекрещение как раз в этом ряду выполняется. Значит, все по рисунку. На дополнительную спицу снять следующие 5 петель за вязанием. 5 лицевых с левой спицы. Все петельки вяжем очень свободно. Накид делаю между вот этими петлями. И 5 лицевых с дополнительной спицы тоже вяжу очень свободно.
Так, довязываю я в ту сторону все по рисунку и затем возвращаюсь обратно. Так, вот я все довязала. Нам нужно высоту померить. Ну, растянуть не могу, у меня короткие эти спицы. Вот какую-то часть. Тогда растягиваем, отпускаем и меряем. Так, 10,5 сантиметров. Да, достаточно много. Должно было быть только 10. Дальше следующие 15 сантиметров будут вязаться вместе с спинкой. Хотя вот этот ряд последний, он у меня вот здесь, где первая вот эта полочка, шел в ту сторону, где 15 сантиметров. Поэтому вместе, я думаю, что на наши 24,5 или 25 мы сойдемся. Так, значит, вот я все петельки довязала. Последние 3 петли набираю. Вот раз, два, три. И продолжаю вязать петли уже спинки. Так, здесь мы как раз закончили эти лицевой ряд. Значит, вот это у нас должна быть лицевая петля. Вот так. Стянуть ниточку. Я его так придержу. И затем все по рисунку. 10 изнаночных. Раз, два, 3, 4. Так, вот 5. 5. Накид сбрасываем. И дальше. 6, 7, 8, 9, 10. 2 лицевые. Вот. Видите, соединили вот нашу полочку, горловинка. Вот горловинка была спинки. Довязываем спинку до конца. Так, дальше спинку и нашу полочку продолжаем вязать вместе, то есть плечо, еще 15 сантиметров. Уже 2 детали вместе. Так, вот здесь, где у нас соединение спинки и переда, у нас все получается по рисунку. Значит, 2 изнаночных, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых, 2 изнаночные, раз и набранная петелька. Вот это. Вот. Это вторая изнаночная. Подтянуть ниточки. Так. И здесь тоже должно быть 10 лицевых. Вот так все. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот видите? Все сошлось, все супер. Значит, продолжайте вязать. Когда вот здесь следующее будет перекрещение, то здесь оно уже тоже будет. Все как раз, видите, сходится. Все, продолжаем вязать еще 15 сантиметров.